Сегодня приготовим очень вкусный и невероятно нежный шоколадный торт, который не требует пропитки. Готовится он из самых простых ингредиентов, очень быстро и буквально тает во рту. Перед вами список ингредиентов и давайте начнем. Берем 170 грамм муки, это примерно 1 стакан с небольшой горкой. Добавляем к ней 30 грамм какао, это примерно 1,5-2 столовые ложки с горкой и 7,5 грамм разрыхлителя, 1,5 чайной ложки. Все сухие ингредиенты хорошо перемешиваем, так они равномерно распределятся и в тесте не будет неразмешанных вкраплений. Пока отставим их в сторону. Теперь берем 3 яйца среднего размера и разбиваем их в глубокую миску. Желательно, чтобы яйца, как и остальные ингредиенты, были комнатной температуры. Добавляем к яйцам 1 пакетик ванильного сахара 8 грамм, 100-120 грамм обычного сахара и щепотку соли. Взбиваем все миксером. Долго, как для классического бисквита, взбивать не нужно. Просто все перемешиваем до легкой пышности. Теперь добавляем 75 мл растительного масла и 75 мл молока. Это примерно по 5 столовых ложек. Перемешиваем миксером буквально несколько секунд до объединения. Теперь вводим сухие ингредиенты. Я предпочитаю их просеивать. Перемешиваем миксером на небольшой скорости. Кстати, давайте знакомиться. Меня зовут Елена. А как вас? И не забываем собирать тесто со стенок миски. Тесто получается гладкое, однородное и довольно воздушное. Переливаем его в форму диаметром 18-20 см. Форму застелите бумагой для выпечки, либо смажьте маслом и присыпьте мукой. Выпекаем при температуре 170 градусов 35-40 минут. Готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Остывший, либо еще теплый бисквит достаем из формы. Срезаем шапочку. Для торта диаметром 26 см просто приготовьте двойную порцию. И разрезаем корж на 2 слоя. Несмотря на то, что я разрезаю его сразу, он практически не крошится. Нож идет очень легко, буквально как по маслу. Смотрите, какая у него мелкопористая и сочная структура. Приготовим крем. Нам понадобится 1 стакан 250 грамм сметаны жирностью 20-25%. Добавим 2-3 столовые ложки сахарной пудры. Так как она часто слеживается, ее лучше просеивать. И 1 столовую ложку какао. Какао здесь не только для вкуса, оно еще немного загущает сметану. Его количество можете регулировать по своему вкусу. Просто перемешиваем крем венчиком или ложкой, не взбивая. Если поставить крем в холодильник, он станет еще гуще и стабильнее. Большую часть крема выкладываем на первый корж и аккуратно распределяем.
Накрываем вторым коржом и покрываем оставшимся кремом верх и бока торта. Ставим в холодильник на несколько минут, а еще лучше в морозилку. А тем временем приготовим шоколадное покрытие. Ломаем на кусочки 80 грамм темного шоколада. Добавляем 50 мл молока и 30 грамм сливочного масла. Нагреваем до горячего состояния и хорошо перемешиваем венчиком, пока глазурь не станет гладкой и однородной. Выливаем глазурь на торт. Кто не хочет заморачиваться с глазурью, можете украсить весь торт крошкой из срезанной шапочки бисквита. Получится очень простой и тоже красивый вариант. Еще я сделаю тонкие шоколадные разводы по поверхности. Это добавит торту элегантности. И добавлю немного ягод. Торт очень легко нарезается, получается невероятно нежный, сочный. Мои близкие оценили его на самом высоком уровне, а готовится он действительно очень легко. Посмотрите, какая красота и как это вкусно. Обязательно приготовьте, вы точно не пожалеете. Пишите в комментариях, откуда вы меня смотрите. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!